Часто наши желания так и остаются желаниями и не превращаются в выполнение какой-то цели. Но если это желание прописать, а впоследствии раздробить на определенные промежутки и затем сфокусировать все свои силы именно на выполнении этих промежуточных целей, то я уверен, что все у вас получится и все в жизни выполнимо, и до всех целей в жизни можно дойти. Единственное, что на это понадобится ваши силы, энергии и какое-то время. Итак, добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. И так как моя цель вывести новые сорта орхидей и все это сделать в домашних условиях, и сегодня я вам обязательно покажу переход нескольких орхидей на новый этап своего развития. Но это будет, я думаю, ближе к концу видео. А для начала я сейчас вам хочу показать вот мои, скажем так, детский сад орхидей, которые были некоторые вытащены год назад, некоторые буквально несколько месяцев назад из фласок по разным причинам. И вот уже на протяжении года и нескольких месяцев я стараюсь вам показывать все этапы развития этих малышей. И ровно год назад вышло на канале видео, которое называлось «Почему нужно использовать янтарную кислоту при первой обработке малышей орхидей фаленопсис», где я некоторых из фаленопсисов, которые вы сейчас видите, сделал первую обработку. И вы поймете, что год прошел не зря, и некоторые орхидеи значительно подросли. Ну а сейчас несколько кадров из прошлого видео. Снять это видео. Дело в том, что все больше и больше малышей начали показывать свои развивающие раскукленные корешки. Вот смотрите, вот один, вот второй, третий, вот четвертый. Где-то я еще встречал. Но, к сожалению, мы не можем увидеть, как внутри развиваются корешки. Но, судя уже вот по некоторым воздушным корешкам, я понимаю, что пришло время обработать их янтарной кислотой. Почему янтарной? Говорят, что поливы янтарной кислотой хорошо влияют и на субстрат, в котором сидят орхидеи, то ли это вот мох, как в нашем случае, то ли это кора. И она в этом субстрате, она там не накапливается. То есть, да, здесь вот тот, что я показывал, вот один малыш, прямо смотрите, какие большие уже листочки. То есть явно понятно, раз листочки начали расти, то по-любому и корневая у него там развивается. Тоже вот смотрите, здесь правда корешок немножко засох, подсох, но состояние в общем я вижу неплохое, как бы. И вот тоже хорошее развитие. И вот корешок вот там вот я вижу, тоже раскукленный растет. То есть, что мы сегодня сделаем? Мне пришлось спасать, и поэтому у меня получилось уже аж 9 таких ведерочек. Где-то больше, где-то меньше орхидеек. То есть, я просто высаживал. Ну что скажете, подросли? Если да, надеюсь, что вы поставите мне лайк за мои старания и труды. И, конечно же, зайдете в плейлист разведения орхидей семенами. И те, кто еще не видел этих видео, пересмотрите. Я думаю, вам будет очень интересно.
И зачастую люди, которые только недавно открыли для себя канал Орхидеи дома, кстати, почему канал называется Орхидеи дома, я думаю, все и так поняли, что именно все, что я делаю с орхидеями, это все в пределах именно дома. Так вот, новые зрители, как правило, попадают на свежевышедшие, так скажем, видео. И уже оставив комментарий, что им понравился канал, они задали какой-то вопрос, оставили свой комментарий, то буквально в течение 3-4 дней наблюдается такая картина, что эти же зрители начинают просматривать орхидеи, которые выходили полгода назад, год назад, и уже под теми старыми видео они тоже оставляют комментарии. Так что я думаю, что вопросы, раскрывающиеся и в предыдущих видео, актуальны. Так что переходите в канал, переходите в плейлист разведения орхидей с семенами. Я думаю, вы найдете там очень много интересной и познавательной информации. Ведь кто мог подумать, что еще, скажем так, где-то 30-40 лет назад эти цветы по очень дорогим ценам стали попадать в наши цветочные магазины. И редко можно было увидеть, допустим, если в больших городах еще можно было увидеть эти цветы, то в таких небольших городах, в котором, например, живу я, это было как бы, не то что диковинка, но очень редко можно было увидеть орхидеи вживую. И посмотрите, что происходит сейчас. Я больше чем уверен, что те, кто сейчас смотрит это видео, имеет не одну орхидею, а 2, 5, 10, 15. Если я прав, оставьте комментарий и напишите, сколько у вас орхидей сейчас в ваших коллекциях. Мне очень будет интересно. Кстати, оставив комментарий под видео, вы очень поможете продвижению канала. А это значит, что у нас будет еще больше зрителей. И кто знает, может кто-то из вновь пришедших тоже захочет провести все эти процедуры по поводу разведения орхидей с семенами. И у него получится, и будет дома вот такой вот детский сад орхидей, как вы видите сейчас перед собой. Кстати, одна из самых активных зрительниц, Наталья, называет вот такую картину высший пилотаж. Но поверьте, одно лишь только ваше желание, и по-любому, поверьте мне, у вас все получится. Ведь у меня получилось же. Ну, а что касается плейлиста разведения орхидей семенами, там вы найдете и как происходит опыление, как идет сбор семян, как идет потом посев этих семян, какие ожидания потом проходят, ожидая, когда же во фласке зазеленятся протокормы. Правда, нету еще видео, чтобы эти протокормы выросли большими и, скажем так, уже более-менее взрослыми и в меру своих домашних условий приходится вытаскивать их раньше, так как соблюдение стерильных условий в домашних условиях очень тяжело, то все равно смотрите, какие малыши. Вот у нас уже есть. Вот этого малыша я, наверное, сегодня трогать не буду. А первых двух, которых я вытащил, я думаю, мы с удовольствием с вами сегодня пересадим в новое жилье. Почему этого мы не будем трогать? Потому что воздушных корней у него практически нет. И там сбоку просматривалось всего только пару корешков. А вот этот, видите, тоже есть воздушный здесь корешочек. Но в посадке, вот, давайте глянем один вот. Нет, не будем мы его трогать. Наверное, мы для начала возьмем вот эту парочку и пересадим их.
из горшочка 1,7 в горшочек, ну, 2,5, я думаю, не назовешь. Это обычный пластиковый стакан, примерно будет 150-180 грамм. Берем мох сфагнум. Я хорошо его сейчас опрыскаю, чтобы он был влажным. И то же самое сделаю сейчас с орхидейками. Для чего? Для того, чтобы вот эти воздушные корешки сейчас хорошо пропитались водой, и они тогда станут эластичными. И мне будет удобнее их поместить в новую посадку. Кстати, раствор, который я залил в пульверизатор, у меня сейчас там раствор фитодоктора и триходермина. Кто на канале давно знает, что я постоянно пользуюсь этими биопрепаратами. И я думаю, что вы сможете найти на канале более подробную информацию, как и в каких пропорциях я его применяю. Ну а сейчас я обильно вот так вот хочу смочить корешки. И затем мы с вами потихонечку попробуем извлечь самых крупных малышей. И я думаю, что у нас все должно сегодня получиться. Ведь мы уже неоднократно делали эту процедуру с другими орхидеями. И правда, я давно уже не пересаживал, но надеюсь, что руки не забыли, как это делать. И мне понадобится, наверное, 2 стаканчика. Кстати, смотрите, стаканчики эти уже БУ. Здесь уже выращивались ранние орхидеи. Я их хорошо тщательно промыл с моющим средством. И видите, вот такие отверстия я делал. И орхидеи прекрасно развивались в таких стаканчиках. И впоследствии я их пересаживал уже в кору. Итак, наш поднос. И сейчас мы приступим к доставанию орхидей. Давайте я так вот ближе поставлю, чтобы вам было более видно все лучшие детали пересадки. Вот так вот слегка придавливая внизу, мы выталкиваем орхидею из посадки. Не поддается, где-то видно корешки еще. Ага, вон снизу, видите, еще не промокли настолько, чтобы оторваться. Давайте мы добавим немножко воды. И сейчас, если не будет получаться, то на какое-то время я еще оставлю, наверное, эту орхидею, пусть полежит. И мы к самой крупной тогда перейдем. Надеюсь, здесь все будет хорошо. Ну вот, да, тут вот я чувствую, видите, отлично вышел мох. И я не буду полностью убирать мох. Я уберу лишь только вот эти края, которые вверху, возможно, там выступили соли. И по бокам, там где видите такой темно-зеленый мох, и это получается на мху просто возникли зеленые водоросли. Я постараюсь максимально убрать эти водоросли, уберу немножко мха сверху, и остальной мох я оставлю. И просто-напросто сверху потом укутаю эту орхидею новым мхом, заправив, конечно же, корешки. Но сейчас вы все увидите. Кстати, кто смотрел видео, когда мы пересаживали этих малышей в эти индивидуальные стаканчики, я думаю, вы помните, что я, делая посадку в мох, мха набивал очень много, так, чтобы было туго так набито. Знаете, я видел некоторые видео, где люди делают так, как они говорят, распушили мох. Я так не делаю. Я считаю, что орхидея должна быть плотно посажена.
Вот, кстати, я не думал, что придется что-то отрезать. Я думал, что здесь все хорошо. Но один корешок вот у основания, смотрите, совсем вот пропавший. Ну, это, скорее всего, что соли съели здесь, в этом месте, так как вот дальше, где-то 5-6 сантиметров, он пропавший, а дальше, смотрите, этот корешок отличный, хороший. Но в новую посадку я не хочу его сейчас пересаживать, этот корешок, потому что он начнет гнить, и я не хочу этой гнили в новой посадке. Ну вот, вроде бы все остальное более-менее хорошо. Конечно, будет тяжело сейчас усадить вот эти длинные корешки. Но я думаю, что сейчас у нас все получится. Итак, берем мох. Мох, как вы видели, я только что когда опрыскивал, напомню, что там раствор фитодоктора и триходермина. И я уверен, что 100% эти живые бактерии и грибки помогут максимально быстро адаптироваться орхидеи в новой посадке. Кстати, мне будет очень интересно знать, из размера 1,7, как вы пересаживаете орхидеи, и делаете ли такую тугую посадку в мох, или пересаживаете уже в кору, или керамзит. Поделитесь, пожалуйста, кто как пересаживает. Я, в свою очередь, хочу сказать, что, ну да, может быть, это тот стаканчик, он не тянет на размер 2, как бы вы, кто заказывали орхидеи в размере, там не 2, по-моему, идет, там идет, или да, идет двойка, не, 2,5, и, по-моему, идет следующий размер тройка. Так как по высоте, вот видите, он чуть-чуть не подходит к тому размеру. Ну, так мы с вами можем примерно сказать, что это размер, ну, примерно под двоечку. Ну вот, укутав орхидею в свежий мох, мы ее потихоньку вот так вот опускаем. Делать это нужно аккуратно, чтобы корешки вот те длинные, которые были, чтобы их не переломать. Ну, должно быть чувство меры. Я вот так вот чувствую пальцами, видите, один корешок все-таки вылез. Смотрите, в таких случаях, вот видите, чтобы не обломить его, немножко приподнимем орхидею и прокрутим ее по часовой стрелке. Видите, корешок спрятался. И теперь опять точно таким же способом придавливаем мох и тем самым укрепляем орхидею в посадке. Кстати, почему я оставил тот старый мох, чтобы перенести микрофлору посадки из старой посадки в новую. Ну вот, теперь пройдемся вот так вот по краям и плотно-плотно вот так вот будем прижимать. И смотрите, вот такая у нас получилась первая пересадка. Ну, давайте теперь вернемся к той, которая у нас упиралась и не хотела выходить. Ну да, небольшое усилие сейчас вот так вот придется мне все-таки сделать. И то же самое мы сейчас проделаем и с этой орхидеей. А именно уберем весь мох, который имеет такой темно-зеленый цвет. Извините, по техническим неполадкам выбила и пишет, что не хватает памяти, но пришлось удалить какие-то старые видео, и мы продолжаем дальше работать. Итак, мы точно так же убираем весь мох, который покрыли зеленые водоросли. У этой орхидеи, кстати, все, по-моему, хорошо, и никаких корешков обрезать мы не будем, в отличие от первой. Здесь ситуация намного, скажем так, лучше. Но, в принципе, и в той орхидее тоже было как бы неплохо.
Итак, берем мох, хорошо укутываем вот эти корешки, которые у нас растут в разные стороны. Напомню, что мы их Ага, тут вот смотрите, еще листочек, и этот листочек растет ниже корешков. Вот видите, если мы сейчас заглубим, то этот листочек будет нам мешать. Поэтому мы его сейчас просто-напросто удалим. И удалим мы его вот так вот, разорвем на две части, и он вот так вот благополучно уйдет в никуда. А мы продолжим, и хорошо укутав мхом все корешки, так скажем, спрячем мы их. И точно так же, опуская сейчас эту укутанную орхидею в стаканчик, вот так вот немного прокручивая, опустим ее вниз. Кстати, вы видели на дно стаканчика и в первом, и во втором случае я же положил немного мха, чтобы именно в те отверстия, которые внизу, корешки не вылезли, кстати, сразу, как это у нас было с первой орхидеей. Надо было просто и в первой орхидее там положить немного выше мха, и тогда бы у нас не было такой ситуации с корешком. Ну что, вот такая пересадка у нас сегодня получилась. У нас эти две орхидеи перешли на новый этап. К сожалению, пока не все, но первая парочка уже есть. И смотрите, какие добротные, хорошие две красавицы. Я думаю, видео вам обязательно должно было понравиться. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, новые подписки. Делитесь ссылкой на видео со своими друзьями. И, конечно же, приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. И я больше чем уверен, что у вас, как и у меня, если вы начнете этот процесс разведения орхидей семенами, обязательно все получится. По поводу корешков сбоку для будущих поливов вы видите, у одной орхидеи просматривается хорошо, у второй немножко хуже, но мне это не мешает. И я уверен, что эти орхидеи как можно быстро примутся за новый рост в своих новых домах. Да, и чуть было не забыл. Вот под этим видео, которое вышло год назад, лишь 2 недели назад, зрительница Галина оставила комментарий. Пшикали возле розетки. Не боитесь? Спасибо, что переживаете, но хочу уверить вас, что, смотрите, струю я направлял именно в горшочке, именно в ведерочке, и поэтому все хорошо. Я так неоднократно работал раньше на том месте. Не переживайте, все хорошо. Ну и вот теперь уже точно все. Всем до новых встреч.